Вдоль южного берега Байкала проходит Транссиб, железная дорога Москва-Владивосток. Поезда здесь ходят каждые 10 минут. Одна из станций называется Танхой. Некогда это был центр Танхойской волости, теперь сельское поселение. У Танхоя две достопримечательности. Одна из них — школа. В поселке живет меньше 1000 человек, а она занимает призовые места на всероссийских конкурсах. Другая достопримечательность — центральная усадьба Байкальского заповедника. Она располагается здесь с самого его основания, с 1969 года. Уже много лет директором заповедника работает Василий Иванович Сутула. А приехал он сюда студентом еще в 1980 году из Южной Сибири заниматься изучением соболя. Где Кунгинская степь, где 5% залесенности. Я считал, что там лес, может, куда ни посмотришь. Но попав сюда, я совершенно был потрясен этой природой, потому что эти кедры, которые вот здесь вот, это такая настоящая дремучая сибирская тайга. А потом сам Байкал, все это вкупе же воспринимается. Байкал невозможно представить себе человека, на которого бы не произвел впечатление. По-разному на всех. Но на меня произвело такое впечатление, что мне захотелось здесь жить, работать. Поэтому это как первая любовь, наверное. А часто у вас бывает вырываться от директорских дел и уходить? Нет, не часто. Вот, слава богу, сегодня приехали, съемочная группа приехала, и я вырвался с вами. На укромной поляне лежит приманка для медведей. Тяжеленная бочка, которую набивают рыбьими потрохами. Запах разносится на километры вокруг. На деревьях расставлены камеры. А вот домик. Особенно ночью вообще-то красный сигнал. Да. Ест. Оттуда же жидкость чуть вытекает, и вот это их раззадоривает. Для него это банка сгущенки, как для нас. Сделано для того, чтобы вот домик стоит наверху, чтобы из домика за ними наблюдать. Создано это не только для ученых, но и для туристов. Экологическое просвещение – одно из важнейших направлений работы заповедника. Впрочем, дело ведь не в том, чтобы увидеть медведя или соболя. Главное – разбудить интерес, желание видеть. А сейчас у вас есть какие-то места такие свои, куда вы ходите? Вообще, знаете, какая особенность? Любимая, понятно, есть, но она везде интересна, везде красиво, везде манит. Смотришь на горы и хочется туда идти. Примерно так. Откуда происходит эта тяга? Что заставляет людей уходить в леса? Особый настрой, склад характера. Любовь к природе в основном заложена во всех людях. Но тут какая-то особенная страсть. Что-то сродни сумасшествию. Впрочем, может, все увлеченные чем-то по-настоящему люди немного чокнутые. Ну вот, например, как проходят будни орнитологов. Это не всякая птица долетит до середины Байкала. Поэтому они, какие-то, конечно же, часть птиц летит напрямую, но очень многие летят вот вдоль побережья. С одной стороны горы, с другой стороны озеро. И получается, что здесь у нее удобный путь для того, чтобы лететь, чтобы останавливаться в некоторых местах на кормежку. Нам нужен ветер встречный. Тогда птица прижимается к земле, чтобы максимально ветра избежать. И вот таким образом вот эти птицы, которые летят низко, они в эту ловушку и попадают.
Тут появляемся мы, их вытаскиваем и кольцуем. В эти большие ловушки попадаются в основном маленькие птицы, отряда воробьинообразных. Кусаются. Все они кусаются. Но их множество видов. Главной задачей становится точное определение каждой. Так, ну это у нас соловей-красношейка, самец. Его тут можно легко определить по яркому головому пятну. И самец, кажется, уже в возрасте, половозрелый, минимум 2-й год. И часто пестрины остаются от первого пера, от ювенильного наряда. Записываем пол, возраст, длину цевки от локтевого сгиба до кистевого. Тихо, 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 птица, тихо. 24,6. Вставляем ему колечко. Кольца идут по сериям в зависимости от размера. Второй. Все, птицу отпускаем. Это простой пример. Бывает, выяснение затягивается. Так, полосок нет совсем, да? Да. Тиньковка более короткая. Расстояние от его больше 22 миллиметров. Вот смотри, даже по рисунку, видишь, какой у тиньковки, у второй, вот вторая тиньковка. Нужно, конечно, быть да? очень увлеченным человеком, чтобы так возиться с каждой крохой, которых мы обычно даже не замечаем. Она есть толстоклювый. Есть. Здесь их нету. Это бурые, да? Да. Они бурые. Кольцевание — занятие, конечно, интересное, но кропотливое. Паутинные сети, например, нужно проверять каждые полчаса. Поэтому заповедник привлекает волонтеров. Они с удовольствием приезжают, слово «Байкал» манит, только в основном летом. Весной и осенью в пик миграции сотрудники остаются одни. Основная территория заповедника находится в центральной части хребта Большой Хамар-Дабан. Это одни из древнейших гор на планете. Когда они образовались, жизнь существовала еще только в океане. По другую сторону хребта меньше ощущается дыхание Байкала. Предгорные равнины заняты сухими степями, а в лесах появляется больше лиственниц, деревьев, привычных к континентальному климату. Путь к территории заповедника здесь лежит через поселок Таежный. Некогда в нем был крупный леспромхоз. Теперь нет даже света. Провода в горах срезали, а новые так и не провели. Когда дорогу через перевал засыпает снегом, поселок становится отрезанным от остального мира. В поселке живут братья Стуловы, инспекторы заповедника. От поселка до территории 30 километров вверх по реке. Раньше инспекторы проделывали этот путь пешком, с тяжелым грузом. Не так давно в заповеднике появились аэролодки. Транспорт шумный, но незаменимый для работы на быстрых и мелких горных реках. Лодка без труда поднимается вверх по порогам. Темник – самая крупная и одна из красивейших рек заповедника.
В это время, в середине сентября, проходит учет благородных оленей, моралов и изюбрей, у которых начался гон. Поэтому с инспекторами на темник приехал старший научный сотрудник заповедника Николай Николаевич Волоченков. Этот рев — вызов на бой. В ответ только тишина. Кордон находится на краю заповедной территории. Возможно, в ее глубине оленей больше. Экспедиция поднимается выше по реке, к другому зимовью. Бурундуки сейчас активно запасают продукты на зиму. Вот и этот не преминул воспользоваться появлением людей. Оказалось, он далеко не гурман. Из продуктов выбрал китайскую лапшу. Зимой на ней не выживешь, к тому же в норе она отсыреет и разбухнет. Поэтому лучше ему бежать отсюда. Гон оленей проходит рано утром и вечером на закате. В это время их и выходят подманивать. Ну и здесь на зов трубы отзывается только эхо. Возможно, дело в погоде. Оленям для начала гона необходим холод. Он запускает механизм размножения. Мы наблюдаем аномально теплую осень. Встречается еще вторичное цветение растений. Вот сейчас вот мы стоим возле березы, на которой также набухают почки. В результате вот этих вот теплых дней бывает рев утекает очень вяло или сдвигается немножечко в сторону октября. Но с каждым днем холода приближаются. Утром ударяют заморозки. В поисках оленей экспедиция поднимается еще выше по темнику, к Убурам. Так называют остепненные склоны. На них во время гона любят выходить олени. Может, здесь кто-то покажется. И вот, наконец. Жаль, вышел олень не на Убур, а на залесенную часть склона. Он одинок, полон сил и готов драться. Однако соперник не выходит навстречу. Олень слышит зов, но не чует запаха другого оленя. Поэтому он встревожен. Почувствуя он человека, он бы убежал сразу. А так инстинкт заставляет его кружить на месте.
И все же осторожность берет верх. Этот звук, похожий на лай, сигнал об опасности. Олень уходит, но значит гон начался. Гон будет длиться до зимы. Потом олени уйдут из заповедника на другую сторону Темника, в Малый Хамардабан. Это дальше от Байкала. Там выпадает меньше снега, и оленям легче найти пищу. Но там их убивают охотники. То, что они у нас с территории заповедника уходят за пределы заповедника в охотничьи угодья, и вот оттуда возвращаются не все. Конечно, сотрудникам заповедника безумно жаль оленей, которых они охраняют, но в итоге защитить не могут. Поэтому сейчас очень важен вопрос о расширении заповедной территории. Мы видели благородных оленей, но помимо них живет в заповеднике небольшое стадо совсем другого вида, даже рода оленей. Это настоящее сокровище заповедника. Выше лесов, в горной тундре Большого Хамардабана, обитают северные олени. Край этот настолько труднодоступный, что люди сюда почти не заходят. Северный олень мало боится человека. Он подпускает, он очень любопытный. И мы вначале, когда пытались подойти к стаду, прятались, подползали. А потом увидели то, что как только олени обнаружили, исследователи, они собираются вокруг него и рассматривают, что за чудо такое к ним пожаловало. Северные олени на широте Курска и Воронежа. Всего их в горах Хамардабан около 150 особей. Из них в заповеднике 35. И важно отметить, что численность оленей в последнее время растет. Олени не уходят с хребта, потому что тогда им придется спускаться в лес, чего они не любят. Эта группировка замкнутая. Она существует только благодаря тому, что у них нет врагов. Разве что медведи заходят сюда. Летом, спасаясь от жары и насекомых, в горную тундру поднимаются благородные олени. На равнине эти два вида разделяют тысячи километров. Тут они пасутся невдалеке друг от друга. Здесь, в горах, совмещается, казалось бы, несовместимое. Нам не удалось подняться на вершины Хамардабана. Они сейчас завалены снегом. Но мы и так видели немало красивых пейзажей. Однако насколько важно это? Вот девочка из Танхоя там не бывала. Разве она от этого менее счастлива? Возможно, главное – просто уметь радоваться малому. Даже я вот по дороге из дома на работу каждый раз невозможно равнодушно смотреть, как меняется каждый день природа. Осинники, березки, все это гармония такая.